Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос, когда же лучше всего маленького щенка переводить с натурального кормления на кормление сушкой. И вообще, насколько необходимы и полезны щенкам или котятам все эти всевозможные добавки и вкусняшки, от которых просто ломятся полки современных зоомагазинов. Знание этих нюансов позволит вам максимально сохранить здоровье своим животным и избежать в будущем таких неприятных болезней, как преждевременное нарушение обмена веществ, всевозможные аллергии и дерматиты. Если послушать продавцов сухих кормов и всевозможных добавок, то их надо давать сразу же после рождения щенка или котенка, а потом еще и ложечкой запихивать, чтобы больше влезло. Это шутка, конечно, но те, кто продает корма и добавки, максимально заинтересованы продавать их побольше. Здесь я большого секрета вам не открою. А раз так, то их надо рекомендовать и еще раз рекомендовать, что в принципе успешно и делается торговыми представителями. Увы, таковы правила маркетинга. Поэтому одна из целей данного видео заключается в том, чтобы владельцы животного включали здравый смысл и понимание в ответ на атаки агрессивного маркетинга, который окружает вас сразу, как только вы приобрели щенка или котенка. Я не являюсь ни сторонником сухих кормов и всевозможных добавок, ни их противником. Но меня удивляет и разочаровывает утверждение того, что, например, сухие корма лучше, чем кормление натуралкой. Да, качественные сухие корма будут намного лучше, чем плохое и несбалансированное кормление натуралкой. Но в идеале, конечно же, качественная натуралка будет всегда лучше во всех случаях. Насколько? Это уже вопрос. Все зависит от качества сухих кормов и качества натуралки. В одном из своих предыдущих видеороликов я уже рассматривал вопрос, как выбрать качественный сухой корм, который бы оказывал минимально негативное влияние на здоровье собаки или кошки, если у владельца нет возможности кормить свое животное натуралкой. Современная жизнь вносит свои коррективы, и с этим надо считаться. Многие владельцы животных с утра до ночи на работе, и какая уж тут натуралка, если они сами себе не могут обеспечить правильное питание. Это не значит, что при переводе животного на сухие корма мир рухнет, и с собакой или кошкой случится что-то ужасное и непоправимое. Нет, ничего этого не произойдет. Изменения могут произойти с течением времени через 3, 5, 10 лет. Все зависит от качества кормов и от генетического потенциала животного. Но то, что жизнь животного станет короче на несколько процентов, так это точно. Сложность только в том, что объективно подсчитать эти проценты практически невозможно. Но то, что это произойдет, то это точно. С большей вероятностью могут появиться какие-то заболевания обменного характера, аллергии. Я бы это оценивал так, что раньше, лет 20, даже 10 назад, заболеваний, которые бы проявлялись нарушением обмена веществ или аллергией, у животных было значительно меньше. С чем это связывать? По-разному можно эти данные интерпретировать. Можно сваливать все это на экологию, на качество воды, еще на что-то. Согласен. Но то, что в этом есть и заслуга, в кавычках, конечно же, и сухих кормов, я думаю, никто не усомнится. Более показателен будет пример на людях. Поколение 50-х годов крепче, чем поколение 80-х. И тем более крепче, чем поколение 90-х. У тех, кто родился уже в 90-е годы, намного ниже иммунитет, намного больше аллергий, намного больше всяких проблем со здоровьем. Это общедоступная медицинская статистика. Экология экологией, но то, что сейчас все больше и больше детей вырастают на искусственном вскармливании, тоже вносит свою лепту в эту статистику, причем значительную. И поверьте мне, что каждое новое поколение собак тоже становится все более слабым. В общем, ветврачи без работы не останутся. Это уж точно. Поверьте мне на слово. С прогрессом бороться сложно, но очень многое зависит и от владельца животного. Я вам скажу так, что будущее здоровье собаки или кошки закладывается в молодом возрасте, когда формируется иммунитет животного. Если же вам удастся сформировать крепкий иммунитет в молодом возрасте животного, то тогда все внешние проявления окружающей среды взрослый организм будет переносить легко. Будь то какие-то заболевания или употребление сухих кормов и добавок. В молодом возрасте организм животного знакомится с многими антигенами, и у него вырабатывается иммунитет к ним. Под антигенами я здесь имею в виду не только какие-то патогенные бактерии или вирусы, а всевозможные белки, которые есть вокруг нас в кормах, в воздухе, в воде, и на которые организм вырабатывает иммунный ответ.
память в организме на многие антигены заложена генетически. То есть, если раньше предки этого щенка с ними сталкивались, то это заложено на уровне генов, и организм не тратит много усилий на его распознавание и выработку иммунитета к ним. Это происходит как бы автоматически. Вот так формируется и укрепляется иммунная система животных. Но чем больше вокруг будет этих антигенов, в которых нет генетической памяти животного, то организму надо будет больше усилий тратить на формирование иммунитета к ним. И организм эти задачи по выработке иммунитета к этим антигенам откладывает как бы на потом, потому что не успевает с ними справляться на текущий момент. Вот так и возникает эффект накопления в организме, который по-научному называется сенсибилизацией. Визуально это можно сравнить со стаканом, который наполняется, а потом начинает все же переливаться через край, когда уже силы организма исчерпаны. И тогда у животного начинаются всевозможные проблемы. И наша задача не дать этому стакану перелиться через край. Надо максимально оградить молодое животное от влияния этих непривычных для него антигенов, которые в огромных количествах содержатся в сухих кормах и всевозможных добавках. И особенно важно это в период формирования иммунной системы щенка или котенка. Все это позволит вам значительно сократить частоту всевозможных заболеваний в будущем, даже если вы потом и перейдете на сухой корм. Поэтому переход на сухой корм и активную дачу всевозможных добавок лучше всего давать после формирования иммунной системы у животного. А она формируется у щенков и котят в несколько этапов. И полностью ее формирование заканчивается уже ближе к периоду половой зрелости. То есть где-то плюс-минус к концу первого года жизни животного. И очень важное значение в период формирования иммунной системы имеет характер кормления животных. Наличие в рационе щенков и котят продуктов, которые неестественны для них, перегружает и без того незрелую иммунную систему животных, и у них закладываются будущие предпосылки ко всевозможного рода аллергиям и другим обменным заболеваниям. Все это развивается, как я уже приводил пример выше, по принципу заполнения стакана. К таким неестественным продуктам можно отнести не только сухие корма, но и разнообразные добавки, экзотические фрукты, всевозможные вкусняшки. Поэтому, если есть возможность не давать щенку или котенку ничего лишнего в период активного формирования иммунной системы, то это будет лучшим вариантом для формирования крепкой иммунной системы. То есть, если у животного нет каких-то неотложных ветеринарных показаний, то лучше всего в этот период избежать нежелательной дачи всего неестественного. Еще раз подчеркиваю, что если вы начнете давать сухие корма в ранний период развития щенка или котенка, то это не значит, что с ними сразу же визуально должно что-то случиться. Нет, ничего этого не будет. На формирование проблемы уходят годы. Организм очень хорошо приспособлен ко всевозможным внешним воздействиям. Но, как говорится, все воздастся по делам нашим. Придерживаясь же этих несложных рекомендаций, вы заложите фундамент будущего крепкого здоровья своего животного и значительно снизите частоту его всевозможных заболеваний в будущем. Вот и все. Все очень просто, но немного хлопотно, правда. Это уже вам выбирать. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!